Всем привет! Вы заметили новый тренд в социальных сетях? Сейчас все говорят о славянском стиле. Меня зовут Кристина. Добро пожаловать на мой канал. Это место, где вы можете практиковать ваш русский язык, слушая мои видеоролики. Я говорю медленно, стараюсь говорить медленно, но простым языком, чтобы вы меня понимали и учили новый контекст, новые слова и что-то новое о России и русской культуре. Поехали! Итак, славянский стиль. Открываешь ТикТок, а там иностранцы носят меха, красят губы в ярко-красный цвет и даже поют на русском языке. Slavic core, Svetlana core, Slavic bimbo, Russian core. На Ютубе появились ASMR-видео, где иностранцы шепчут по-русски слова и аффирмации. Что? Давайте узнаем, откуда появился этот тренд на славянскую культуру, и поговорим больше о славянском стиле. Славянская одежда – это не только шубы и меховые шапки. Поэтому давайте разберемся, что такое славянский стиль. Славянский стиль – это особый вид одежды, который пришел из стран Восточной Европы, например, из России, Украины, Белоруссии. Особенность славянского стиля – это, конечно же, яркая одежда, украшенная узорами и мехом. Самые популярные вещи – это сарафаны и рубахи. Они красиво украшались, вышивались узорами. Кстати, по узорам на одежде можно было узнать происхождение человека. Например, отличительной чертой в белорусской вышивке и орнаменте был более строгий геометрический орнамент, и рубахи были сделаны со вставками на рукавах. В украинских рубахах-вышиванках узоры были сконцентрированы ближе к вороту, на плечах и вокруг рукавов. А сами орнаменты были обычно в виде калины, дуба, винограда, роз, птиц и символов воды, земли и солнца. В разных регионах России узоры и орнаменты были разные, но каждый из них всегда несет какой-то скрытый смысл, который очень интересно узнать. Переходим к шубам. Шубы носили только богатые люди. Шубы шили из меха разных животных, например, соболей и лис. Рукава иногда были съемные и украшались. Шубы и сейчас стоят дорого, но появились и искусственные шубы, и теперь каждая модница может позволить себе Slavic гламур – головные уборы. Головные уборы. По головному убору можно было понять возраст и семейное положение. Без головного убора могли ходить лишь незамужние девушки. Мужчины и замужние женщины должны были носить головной убор. Он символизировал свет и жизнь. До замужества девушки носили ленты в голове, а взрослые женщины носили венки. А вот кокошник носили только замужние женщины. Его делали только для праздников. Кокошник был разной формы и украшен золотом, бисером, жемчугом. Он символизировал свет и жизнь. Зимой носили шапки из меха. Еще одна. Но в старину женщины не носили шапки, а носили платки. Платок символизировал связь женщины с землей и небом. Сейчас этот стиль стал модным во всем мире. Социальные сети, Инстаграм и ТикТок, помогли распространить этот тренд. В интернете много фотографий и видео, где люди наряжаются в славянский стиль, поют песни на русском. Многие дизайнеры используют славянский стиль, славянские узоры и цвета в своих коллекциях. Скоро я полечу в Россию, и там настоящая зима. Я решила себе купить теплую шапку и обнаружила, что во всех популярных магазинах, как дизайнерских, так и масс-маркет, продается много меховых вещей,
меховые шубы, меховые шапки. Славянский стиль начал набирать особую популярность из-за интереса к культуре Восточной Европы. Я думаю, возможно, это как-то связано с тем, что из-за конфликта в Восточной Европе много иммигрантов переехали в западные страны, и иностранцы стали ближе к славянской культуре и увидели ее красоту и начали ее имитировать. Не только иностранцы увлекаются славянским стилем. Многие страны бывшего Советского Союза хотят проявлять свою национальную идентичность и уникальность культуры, и из-за этого появляется популярность к народному стилю в одежде и в музыке. Так, например, фольклорная музыка и одежда стала модной среди молодежи. Уже, кстати, не первый год. В интернете появляются отдельные группы и сайты с одеждой локальных дизайнеров, которые используют фольклорные образы в своих работах. Мне лично очень понравились работы художницы и фотографа Юлдуз Бахтиозиной. Ее фотографии показывают, как народная одежда становится не только новой модой, но и оригинальным театральным образом. В заключение хочу сказать, что славянский стиль — это не просто образ, это история и культура многих народов. Я очень рада, что славянский стиль, славянская культура сейчас в моде, и я рада поговорить на эту тему. Скажите, а какая одежда из славянской культуры вам понравилась больше всего? А может быть, я что-то забыла? Напишите в комментариях.